мальчишки и девчонки, а также их родители. Всем привет! Вы на канале Взрослые дети. Сегодня на улице конец октября, завтра будет 1 ноября, и мы идем собирать грибы. Холодно утром было, около нуля температура, уже начала парить вода. С утра рыбаков очень мало, 2 человека сидят на лодках, но особо удочками не дергают. Возможно, потому что она не ловится. С нами дедушка Вася, рыбак-спортсмен. Итак, начнем. Вот мы на нашем месте, протока Быстрык, Великолукских плавней. Девушка Вася уже привязывает лодку. Есть небольшое течение, вода уже чистая. Видно, что похолодало, примерно около 15 градусов по Цельсию. И мы пойдем в этот лес собирать грибы. Вода очень упала, видно, что здесь следы остались какие-то. Это от кабана, наверное, проходил здесь недавно на водопой, совсем, наверное, ночью. Очень большое. Мы будем лезть и срезать, потому что тихая охота требует жертв. Вот так грибочки красиво прятались под деревом. Их можно так и не видеть просто так. Нужно подойти снизу дерева, и вы тогда все увидите. После обеда очень приятно пройтись по лесу. Такая хорошая погода. И вот не успели мы отойти от нашего привала, как попали на хорошую грибницу вешенки. Вот видно, какая красивая. Вверху растут такие грибы несъедобные, ну а это нам пригодится. Будем срезать потихонечку. Главное, чтобы хватило места в рюкзаке, а то у нас сегодня с этим проблема с местом. Будем насыпать в проводку. Вот такая хорошая грибница. Приятно вешенки собирать. Здесь рядышком находятся тополя.
Видно много поломанных. Участок не очень большой, но если присмотреться, здесь можно найти грибы, вешенки. Вот на одном из деревьев я вижу грибницу. Вот она притаилась под корнем дерева. Здесь сразу на одном дереве и бежевая вешенка, которая появляется раньше, и синяя, которая появляется уже почти перед морозами. Будем их срезать. Грибы уже слегка подмерзшие, потому что ночью был приморозок, но они оттают и снова будут расти. Темные вешенки. Будем их обрезать. А по стволу уже грибов нет. Будем обрезать. Тоже подмороженные. И ложим аккуратно их в рюкзак. Таким образом, в этом году грибы растут почему-то только под корнем. Как в том году они были по всему стволу. Вот дерево, на нем видно, обрезали совсем недавно грибы, и уже вот выросли два новых. Будем обрезать. Здесь видно срез. Уже какой-то грибник здесь был совсем недавно. В лесу нужно идти очень осторожно, чтобы не повредить глаза, правильно, дети? И вот мы наткнулись на очередную партию грибочка. Вот они растут красивые. И у нас есть помощники, которые их обрезают, да, Тёмочка? Тёма открывает рюкзак, Владик обрезает. Все в пределе. Красиво, видно, что их еще никто не связал. Тёма, открывай рюкзак, хорошо открывай. Открывай широко. Очень красивые грибы, да? Тёма грибочки любит? Да. О. А Валя? Валя не любит. Я нашел вот. А Тёма патрон есть, да? Наш Тёма будет охотником. Так, Владику будем помогать. Тут желтые грибы. Желтые тоже, это эти опята. Обрезай тоже их. Опята есть можно. Хорошо мариновать. Они очень хорошие. В одном видео закидаем вместе, их мама потом переберет, да? Я тут еще нашел какие-то. Вот, Тёма, аккуратненько. Красивые грибы у нас есть, да? Наши грибники все умеют. А я пока пройдусь по кругу, посмотрю здесь что-нибудь еще. Заваленная деревянная искать, да? Пока Владик обрезал грибы внизу, обратил внимание, что вверху тоже есть красивая грибница, шикарная. И мы сейчас пробуем их обрезать. Для этого нам понадобится палочка и ножик. Пока мы ходили, Владик нашел порцию грибов красивых. Вот такие они, черненькие, красивые зимние вешенки. Да, Тёмочка? Такие мы любим. Владик дошел в довольно симпатичную грибницу вешенок. С Тёмой, да?
у вас очень острый глаз. Настоящие будущие грибники. Мы внимательно проверяем каждый пенек на наличие грибов. Вот вдалеке сломанные деревья. И здесь растет грусть. Большой, красивый, но уже кто-то его погрыз немножечко. Но я его сейчас брать не буду, потому что я собираю вешенки. Если посмотреть рядом, вот есть упавшее дерево, нужно внимательно его осмотреть. И здесь внизу можно увидеть вешенки, которые притаились в листве. Красивые. Будем их срезать. Красивые синие грибы и пойдут нам на жульен. Видно, что грибы мокрые, значит сейчас они усиленно растут. И буквально через неделю они станут еще больше. Если посмотреть на него, то внизу можно увидеть вот такую красивую вешенку, которая прилепилась снизу. Здесь еще маленькие сбоку и немножечко сверху. Мы будем их обрезать. Больше я здесь не вижу. В наших краях вешенки растут в основном на тополях, на черных тополях. У них кора как раз подходит для роста грибов, и древесина не плотная. Поэтому мы собираем в основном на этих деревьях. Срезаем аккуратненько. Вот такие красивые грибочки. Пробивается зеленая травка. И на улице октябрь. Ну, еще тепло. Переплывем на другой берег, поищем там счастье. Вот, вышли на остров. И сразу попали на небольшую грибницу вешенок. Конечно, немного, но учитывая, что сегодня у нас грузди, то вешенки тоже для нас это уже праздник. Здесь, конечно, немножечко больше влаги, потому что с той стороны находится болотце, и здесь больше попадает влажного воздуха. Ну вот, наша тихая охота закончилась. Немножечко походили по лесу, посмотрели. Поняли, что еще очень рано. Только грузди попадались в наше лукошко. Если погода только начинает мокреть, до этого была засуха. У нас сегодня в основном в лукошке грузди. Было несколько вешенок небольших, но это еще только начало. Они еще полностью не выросли. А груздей вот такая у нас коллекция. Примерно, наверное, килограмм 10 есть. Поэтому нельзя ходили за грибами. Зато полюбовались природой, подышали свежим воздухом, отдохнули, потренировали ноги в резиновых сапогах, полюбовались природой, красотой наших плавней. Дедушка Вася доволен, значит, мы не зря побывали на тихой охоте. Так что спасибо, что были на нашем канале. Взрослые дети смотрели нашу передачу. В следующий раз мы сходим уже попозже, через пару недель, когда будет хороший дождь. Возможно, что больше поймаем грибочков и будет
совсем другое дело. Так что будьте с нами, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!